Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. И сегодня мы с вами продолжаем смотреть видеоролики, которые мне прислали мои любимые подписчики и зрители. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек с лимончиком и погнали! Будет очень интересно. Первыми у нас пойдут ролики, которые мне прислал подписчик под никнеймом Супертанк. Спасибо ему огромное. Сейчас у нас с вами ролик называется «Своими руками сахарная пудра». Вы по ковру, ноутбуку и сахару поняли, что это Ботаника 21. И я думаю, сегодня будет очень весело в этой части. Поэтому я всем желаю приятного просмотра и хорошего настроения и приятного времяпровождения за компьютером. Поехали. Отдай возы! Ёпта! Здорово, щеглы! Сегодня мы своими руками будем делать пудру. Нам понадобится ложка, один удар протянешь ножки. Одним ударом протянешь ножки. Сахар! Какая рифма для сахара? Иди нахуй! Ладно, так пойдет. Достань. Какая рифма к слову сахар? Иди нафиг. Даем немножко сахара, кладем, ложим на любую ровную поверхность, на титьки вашей мамки. И начинаем мять. Вот так вот, вот так вот, вот. Тем самым сахар превращается в пудру. Вот. Пользуйтесь, это лайфхак. В принципе, уже готово. Как ваша мамка после выпускного. Вот. В принципе, весь лайфхак. Можешь ёбнуть ложечку. Твою же ж мать! Ну как? Уйди нахуй, я тоже хочу. Дорогие друзья, Ладно, посмеялись очень хорошо. Ботаника 21 это полнейшая классика. Этим роликам уже по 5-6 лет, как говорится. Ладно, едем дальше. Следующий ролик называется «Своими руками вазы». Этот ролик я уже давно не смотрел, поэтому всем приятного просмотра. Здорово, щеглы! Сегодня мы будем делать своими руками вазы. Нам понадобятся ножницы, обычные пластиковые бутылки. Итак, начинаем разрезать бутылки. Вот, пошла маза, а? Блять, палец бы не отхуячить. Это известный факт. Ебаные вазы! Так каждый раз. Снова эти мои легендарные моменты от Реда 21. Очень хорошая получилась ваза. Ролик длится всего 43 секунды. Но там дальше идет реклама. Я не буду рекламу сюда вставлять. Зачем мне это? Отправляемся далее. Следующий ролик называется «Своими руками окрошка». Нет, к сожалению, не окрошка от Пеги, но окрошка от Ботаника ничем не хуже, чем окрошка от Пеги. Можете написать в комментарии или в чате, какая вам окрошка нравится больше. Мне лично нравятся обе. Теперь мы переходим к самому главному – просмотру данного видео. Погнали! Здорово, щеглы! Сегодня мы своими руками будем готовить окрошку. Летняя еда. А то, блядь, нажарешься пельменей до котлет. Потом, блядь, рыгаешь, перчишь, потеешь. Нам... Это известный факт. Это известный факт. понадобится огурец. В жопе не жилец. Кромсаем его. Кидаем все в нашу мисочку. Нам понадобится картошка. Какая рифма картошки? Опять скажут, иди нахуй. Все в мисочку нашу. Понадобится колбаска. И ваша колбаса между ног, а то отхуячить еще, блядь, покромсать. Меня ёбнутые немножко, как я. Все в батьку. Кромсаем, блядь. Вот. Думаете, палец отхуячу? Нихуя. Ну и, конечно, нам нужны яйца. Заебись. Ёпта, а где укроп, зелень, вообще где это все? Блять, я ж сожрал, а? Ну, в принципе, друзья, это не беда, если зелени нет. Точнее, если вы ее сожрали в одно ебло. Ща батя вас
Red 21 это удивительный, ребята, человек. Научит. О, знаменитый момент. Ну, в принципе, зелени хватит. Ну, как мы все с вами не вибические повара, у каждого из нас должен быть свой секретик, ингредиент. У меня он особый, придает изысканный вкус. Сука, надо почки лечить. Нормальная пошла. О, да. Так, вот, давай. Заебись. Сука, лук полез, блядь. Ебаная зеленка, блядь. О, блядь, ты что, ты меня прославила, что ли, а? Нихуя кишка не держит. Сука, какой? Ну и, в принципе, можно все заливать квасом. Я не могу. Я всегда смеялся с рецептов ботаника Red 21. Вы сами-то эту хуйню не ешьте. Вот, в принципе, друзья, и все. Кому понравилось, ставьте лайки, делайте репосты. До встречи. Чё б не попробовать-то, а? Это уж точно. Надеюсь, вам нравятся ролики ботаника Red 21. Едем дальше, дорогие друзья. Следующий ролик называется «Своими руками домашний пластилин». Да-да, это снова ботаника Red 21. Всем я желаю приятного просмотра и хорошего настроения. Будем делать своими руками пластилин. Нам понадобится тазик, соль, мука. Насыпаем в тазик муку, потом соль. Все это 3 к 1. Колдовенем всю эту массу руками. И получается вот такой домашний пластилин. Недорогой и удобный. Уебешься, правда, колдобенить его. Ну и нахуя ж он нужен. А мы сейчас сделаем вазу. 5, блять, вазы. Нам понадобится наш ебучий пластилин. Обычный бутылка. Облепливаем вазу пластилином. Так, давай, ёпта. Придаем любую форму. Потом, когда подсохнет, можно разукрасить. Гжель хоть соплями обмажь. Заебись под... Подарок получится. Но перед этим нужно, чтобы она подсохла. Ставим в пакетик на 24 часа. Все, увидимся чуть позже. Так, прошло 24 часа. Смотрим, что у нас получилось. И потом приступаем к окраске. Ёб твою мать. Елду! Чья елда? Падре, это вы сделали? Мать честная, опять со всякой хуйней ко мне лезет. Не тычь меня этой херовиной. Уйди, я тебе сказал, на! Ботаник, ты чё, падре вырубил? Хуй ты смотришь, суй давай! Я не могу. О, Господи. Вообще угар это видео от ботаника. Спасибо, что вы мне его прислали. Следующий ролик называется «Своими руками майкап». Как говорится, снова ботаника 21, снова его хороший юмор и снова всем желаю приятного просмотра. Здорово, щеглы! Сегодня мы своими руками будем делать мейкап. Нам понадобится пудра, наносим легким слоем. А, блять, щипит ёбаный в рот. А, блять, пудра красивый, спасу нет. Главное, чтоб за педика не приняли, а? В общем, ебасос мы намазали, пол дело сделано. Приступаем к теням. А тени, а? Хуй с ним с сапогов гуталинца скребу. Теперь красим губы. Главное, на улицу не выходить, а то на месяц мне грим сделают. Или дупло разворотят. О, бля, жара будет, а? Вот чё б вы без меня, девчонки, делали? Вы ж нихуя не умеете. Все, блядь, Девочки без обид. батьки на шее. Вот здесь вы у меня. Всему вас, дураков, учить. Теперь будем красить наши усики. Пропуск в трусики. Кажется... Усики, проход в трусики. Поговорка старая, а вы, блядь, головой так побейтесь, как я. Хуй чё сами запомните. Перед тем, как красить усики, нужно обработать наши усики, то бишь кожу, вазелином. Я тут раз на жопе обрабатываю, зашибаю.
Вот так вот. Ай, блядь. Ну я тут красочку подготовил для нанесения. Нанесем 10 минуточек, подождем, и все будет шики-пуки. Вот, в принципе, и все. Бля, как будто в рот накончали, а? Как пройдет 10 минут, начнем красить ногти лаком. А, бля, где пакет, падра? Давай токсикоманить. А, бля, заебись! Неси момент! Лак слабенький. Вот, в принципе, прошло 10 минут, и остатки краски мы стираем нашими тампонами. Вот, в принципе, Он так смешно выглядит сейчас. мейкап готов. Учитесь, сучки, пока я жив. Блять. Сучка. Да блин, я аж опизделительный-то, а? Сам себе бы дал, а? Приступаем к окрашиванию ногтей. Приступаем к окраске ногтей. Ёпта, а чё натворился-то, а? Ой, бля, чё-то я лаком надышался, не блевануть бы, а? Ой, блядь, воняет-то как, а? Заебись. Вот, в принципе, друзья, и все. Ногти наши покрашены. Ебало, мейкап наложен, все усвоили урок. Но от лака голова так болит. Мы тут раз бензин пили, не так голова болела. Фу, все-таки блеванул, блять, ебучий лак. Только макарошки перевожу. Хуй с ним потом доем. Блять, такими ногтями только яйца чесать. Кайф от Ботаника 21. Просто, ребята, кайф. Следующий ролик называется «Новый вирус Танкериум». Автор этого видео является канал Взломы ТВ и не только. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет! И в этом видео мы будем взрывать новый вирус под названием Танкениум. Так. Давайте же начнем. Мне интересно, что же там будет. Ну, GTA-эффекты, они точно будут. Они точно будут, специально мне об этом писал. И мне очень интересно, какие именно. Интересно, что же там такого произойдет? Может быть, наверное, как в прошлый раз. В прошлый раз в 8 части с видеороликами от подписчиков то же самое было. Там был похожий вирус, только другой совсем. Так, вот, мы его запустили. Это окно. Не обращать на него внимания, его закрыть почему? Его закрыть нельзя. Так. Вот. Предупреждение. Теперь понятно, кто создатель этого трояна. Теперь понятно. Танкениум Троян. Запуск этой программы Танкениум. Запуск этой программы Танкениум причинит вашему компьютеру очень большой вред. Предупреждение. Эпилепсия, громкие звуки и также мигающие изображения. Создатели не отвечают за весь ущерб, созданный этой программой. Нажмите «Нет», если вы не хотите заразить свою систему. Об этом вирусе создатель Супертанк Остальное давайте я вам дочитаю, чтобы было понятно. Создатель Супертанк, ссылка на его YouTube канал, тип этого вируса Троян Вин 32, написан на NetFramework 4.0, программный язык C-решетка, создан в программе Virtual Studio 2019, точнее Visual Studio 2019, не имеет non-versus, печенье версия Чуринет. Все. Ну, там почти то же самое, как в прошлом. Так, приступим. Я на всякий случай немного убавлю звук, чтобы не было слышно. Автору респект за это. На всякий случай немного убавлю звук до 30, до 18, может быть. Да, лучше звук пусть будет убавлен. Не люблю слишком громкие звуки. Я рэп-эффект не очень переношу. На самом-то и деле. Нет, я много раз слышал рэп-эффект, но у меня такое к нему отношение. Я не очень просто его люблю, но до меня он не очень критичен, в принципе. Чтобы меня было слышно. Так, ну что ж, ждем.
Что-то произошло в системе. Так. Так, звуки пошли. Я думаю, вы услышали сейчас звуки. В системе что-то опять обновилось. А, смотрите, звук есть. Звук появился. Сейчас прибавлю вам. Звук появился, погодите. Сейчас звук появился, вот. Вот, слышите звук? Так, и пошли GTA эффекты. GTA эффекты? О, Ух ты ж! растягивание. Ух ты ж, Мэмс 2.0. Вау, 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 вау. Вау, вау, конечно, но надо как-то так. Давайте мы, наверное, не знаю, разнообразим, что ли, чуть-чуть. Не сильно много буду показывать эти эффекты на всякий случай. Вот. Во, может с этого места продолжить? Блин, прикольно, слушайте, эти эффекты. Прикольные, но только из-за того, что цвета быстро мелькают, иногда будут либо болеть глаза, либо у эпилептика будет проблема. То есть с такими эффектами надо поаккуратнее быть. Я поэтому большую часть отмотал чуть-чуть, на всякий случай. Ладно, У меня уже самого глаза бегают сейчас по цветам. тут можно картину увидеть. Все? Погодите, это все? Погодите-ка. Ну да, это все. Видимо, там есть какой-то код специальный, который просто уничтожает систему Windows. Ну, точнее, завершает какой-то критический процесс. Это понятно по коду ошибки Crystal Process D. Погодите-ка, это все? Это так коротко? Серьезно? Так, ну Спартанк мне не писал. Мне не писал ни о чем, что типа надо несколько раз запускать. Это походу правда все. Ресет. Перезагружаемся. Так. Так, ну походу тут МБР тот же. Операционная система заражена Трояном Хеск. Троян Хеск. Реестр, системные файлы и прочие файлы были зашифрованы. Не пытайтесь восстановить систему и так далее и тому подобное. Every Web and Super Tank Community, I say goodbye to PC. Так, я сейчас вам точно уже переведу, ну хотя бы чуть-чуть точно. Ну тут то же самое. Видите, Глория, то Супертанк Ларни, это переводится как слава Супертанку Ларни. А Сашу забыли? А Сашу, почему? Ну, короче, скажу так, что неплохой, в принципе, данный вирус. Неплохой, конечно. Конечно, я знаю, что он был создан только в развлекательных целях и в ознакомительных целях, а не всерьез. Я очень на это надеюсь. В принципе, он неплохой. Я ему ставлю, если честно, 9,5 из 10 я поставлю. Без проблем. Ладно, отправляемся смотреть еще ролики. Следующий ролик называется «Новая версия Трояна Хеск». Это, скорее всего, новая версия того самого вируса, который был упомянут еще в 8 части на рубрике реакции с видеороликами от подписчиков. Давайте посмотрим. Поехали. Всем привет! В этом видео мы будем взрывать новую версию Трояна Хекс. Это уже полная версия. Иконка приложения очень интересная. В прошлом, видимо, взрывали мини-версию этого вируса, а сейчас это полная версия. Вау, наконец-то полная версия. Так, тут даже иконку поменяли. Ладно, давайте начнем. Да иконка ничем практически не отличается, только ее отфотошопили и все. Запуска ты меня По факту. администратора. Да. Так, и будем ждать, что произойдет.
Вот, смотрите. Вирус Hex. Это программа Hex официальный вирус. Запуск этой программы можно сделать свой компьютер. Короче, запуск этой программы уничтожит свой компьютер. И создатели не отвечают за весь ущерб, причиненный этим вирусом. Запускайте его только на виртуальной машине. Так, об этом вирусе. Создатель Супертанк, мой YouTube канал, тип вируса Троян вид 32, то есть разрядность вид 32. Так, рекомендованный компонент для запуска NetFramework 4.0, язык C решетка, созданный в Visual 19, текущая версия полная, все версии Трояна Hex Mini. Ну что ж, начнем. И давайте же посмотрим, мы будем, наверное. Пока что-то ничего интересного и не происходит. Я тут понижу звук, тут на всякий случай. Вот, смотрите. Да, смотрите. Ну как в прошлом вирусе, тут эта тряска экрана, еще вот это, еще звук. Так. Я убавил звук, я убавил Стандартный звук, эффект пошел. Вот здесь я... О, смотрите. О, помесь. Началось что-то интересное. Я просто хочу, чтобы не было слышно. Наркомания какая-то. Мгм. Я это видел где-то, Полностью согласен с мнением автора. этот эффект. О, начинается. По-моему, это самый лучший эффект. Видел. Прикольно, слушайте. В принципе, прикольно. Его вызывал вирус Чек. Очень сильно Мемс напоминает. Наркомания, все. И, кстати, похожие такие вирусы еще обозревает автор канала Вирус Чек. Смотрите, я поражен, красиво. Некоторые выпуски я смотрю его периодически. Многие даже, по-моему, впервые узнали о том, что я смотрю Вирус Чека. Это да. Да, я его смотрю уже давно, наверное, сейчас я вам скажу, наверное, с 2019 или 2020 года смотрю, уже 3-4 года его уже не смотрю. Ну, Не, эффекты просто красота. такое чувство, как будто видеокарта моей виртуалки просто накурилась. Опа, лазерные пушки пошли. Такое чувство, как будто видеокарта моей виртуалки просто немного решила принять фотки, и там фотки и чего решила... Блин, эффекты очень интересные. Чё, переливаются, блин, цвета. А, погоди, надпись, что за надпись, погоди. Так, Жень, пошли надписи Жень. разные. Маш, что там такое, супертанк, Вагни там, Дженни там было, типа там, что это, вирус и так далее и тому подобное надписи. Еще экран трясется сильно. Ну не трясется, ну как правильно сказать, то ли глючит, уменьшается, увеличивается, там масштаб. Не успеет читать, не мелькает, просто это... Даже я их не зачитаю вам, ребят, потому что слишком трудно мне поймать их момент. Короче, вот какие-то... Ну что ж, будем ждать, смотреть, что еще будет. Так. О, Надпись Дженни, и система, по-моему, остановилась. Баян, завис, что ли? А, нет, слава богу. Опа, О, вот теперь смотрите. Мемс тоже пошел. О, смотрите, какие... Узнаю Мемс. Иконки Windows. Не, ну... Не, В ну, Мемсе то же смотрите, самое это- было, это- только там это они очень по кругу интересный расходились, а вирус, здесь прям интересный вирус. они рисуются. Иконки, Кстати, причем вы все знаете, одинаковые вирусы рисуются. там, Трояна, на... Блин, Ну, рабочий стол короче, очень красивый. Я Очень уже красивый рабочий стол. начинаю немного делать вирусы. Так, судя по звуку, по-моему, уже все. Система сейчас улетит в синий экран. Решетка. Не, рабочий стол это вообще красота. Так, система вроде отвисает чуть-чуть, смотрите. А, нет. Опа!
Опа, пошли уже совместные эффекты мемза и этого вируса. Все. Да, все уже походу в системе капут. Пипец полный. Но это, блин, еще не конец, конечно, но... Ай. Блин, сейчас рабочий стол так выглядит красиво и еще красивее, чем в прошлый раз. Уже только белые и черные цвета мерцают. Все. Эффект закончился и... Ух ты, смотрите, рабочий стол прям расширяется. Рабочий стол расширяется, видите? Оп. Широкая десятка. Широкий рабочий стол десятка. До 4К монитора как раз пойдет. Капец. Такс. Так, что же будет Вирус дальше? очень прикольный. Как думаете? Это, наверное, самый лучший вирус, который когда-либо видела с Спартака. Мерцнул только что экран, Это, сейчас наверное, был самый розовый цвет промахнул. Или светло-розовый. Самый лучший. Смотрим дальше. Опа, пошло Ещё мерцание экран, цветов. экран. Синий там, желтый, фу, блин, синий-зеленый там мерцнули. Черный экран. И... Черный экран и какой-то... Все. Все, конец. Все, винда слетела. Ну давайте сами уже перезагрузим. Не будем ждать, пока до 100 пройдет. Что... Резет. Так, и давайте посмотрим, что же случилось. О, смотри. Вот, тот же самый текст, что и использовался в другом обзоре роликов. Ну, точнее, этого вируса, можно сказать. В принципе, он прикольный, мне реально эффекты здесь очень понравились. Ставлю ему 10 из 10, как говорится. Ладно, отправляемся дальше. Следующий ролик называется «Когда перепутал персил с Балтикой и стиралка...» Это, наверное, уже какой-то мем, скорее всего, пошел. Ну, давайте посмотрим. Никто. Абсолютно никто. Я когда перепутал персил с Балтикой. Я спокойно сплю. А тем временем мой сосед. Стиралка под кайф пошла, ребята. Стиралка пошла просто под кайф. Слушайте. Такая прикольная ситуация была описана. Это чисто, ребята, буд по жизни. И последний ролик, который мне прислал Супертанк, называется «Правильная реклама 2 плюс мультики РВТП коллапс Александр Спартан». Интересно, давайте посмотрим. Так, дисклеймер предупреждающий. Чего, блядь? Нихуя не понял. Нихуя не понял. Только я мультик целиком показывать не буду, несмотря на то, что это РВТП, поэтому я перемотаю немного. Почему бы и нет? Опа-на! Известный мем. У меня 4-й, я хочу 5-й. Купи. Пошел нахуй, скотина ебаная! Кайф, слушайте. Привет, мои хорошие! А смотрите, что я вам привез из Америки. Что это за хуйня? Сыграем в загадки. Кто отгадает, это пьет смесь грейпфрута и апельсина. Цитрусовый микс. Хрен ты угадал. А что же это тогда? Я хуй знает, блядь. Мут по жизни. Честно. Share, like, код. Ёбаный рот! Я не могу. Обучаю и рисую. Хули ты говно ты вырезался, мудак, блядь!
Зеленый Соник вошел в чат. Лайк код. В Сыктывкаре открылся новый магазин «Панда». Хороший магазин. Всем рекомендую. Это ограбление. Ну ладно. Иногда прикосновение значит больше, чем слова. Дуру 1+1. Прикосновение нежности. Ксюш, принеси еще попить. Я занята, с бабушкой разговариваю. И бабушку неси. Давно уже меня на руках не носили. И это моя семья. Ты охуела? Кайф. Просто кайф. Просто кайф. Это, к сожалению, был последний ролик, который мне прислал Супер Танк. Но мы с вами продвигаемся дальше. Следующий ролик мне прислал подписчик под никнеймом Леончик Плей. Называется он «Злой корейский геймер смотрит, как Суперадол мешает смотреть мультик». Что-то необычное, давайте мы с вами взглянем. Похоже на мою соседку. Не думай об этом. Притворимся, что это сон. Супер! У мужика бомбит конкретно. У мужика бомбит конкретно. Просто, ребята, бомбит. Просто бомбит, слушайте. Это такая ржака сейчас была. Надеюсь, вам понравилось. Следующий ролик мне прислал подписчик под никнеймом AndreySSD. Спасибо ему огромное. Это обзор на взломы телеканалов от Александра Дубаневича. Я даже сам не ожидал. Почему бы и нет? Потому что один из его обзоров мы с вами уже в реакции брали. Почему бы и нет? Он является, можно сказать, моим коллегой по цеху в области обзора крипипаст. Поэтому предлагаю не терять время и просто насладиться его просмотром. Если что, как обычно, я выскажу свое мнение. Поехали! Хочу предупредить, что здесь будет снова музыка Blue Temas. Я надеюсь, никто не расстроится. Сами понимаете, это вкус автора такой. Хотя эту песню я сам раньше использовал постоянно. Всем привет, с вами канал Супер Танк, и сегодня у нас будет на обзоре будут взломы телеканалов. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Всем приятного просмотра. Давайте реально посмотрим, почему бы и нет. Первый взлом у нас идет по списку взлом телеканала Двигон в сентябре 2010 года. Слушайте описание данного взлома. История гласит, что неизвестного хакера вдохновил инцидент на канале HBO в 1986 году утром во время передачи «Секреты Лунтика». «Секреты Лунтика» является потерянной, ребята, передачей. Обзор на которую я, наверное, сделаю. Возможно, в ближайшее время сделаю и на нее обзор. Он взломал Бибигон. Кстати, этот взлом Бибигона я тоже уже брал в свой новый, всеми знакомый и всеми любимый проект. Только появилась настрочная таблица и послание от какого-то капитана МТЛ 3000. Он не был доволен тем, что надо было платить за работу на канал Бибигон месяц 10 тысяч рублей. После чего пошел скример вид и надписи в черном фоне, не смеси английского и русского. После чего опять скример, после появилась настрочная таблица на несколько секунд, и передача продолжилась. Взломщика так не нашли. Есть версия, что это был бывший сотрудник канала Двигон, которого уволили из плохого сигнала на телевизорах старого образца. Возможно, он хотел отомстить. Александр Дубаневич, он запинается, если вы обратили внимание. Запинаться крайне нежелательно, потому что это может сильно сбить с толку.
Ну, это небольшие придирки, если что. Начальству из-за того, что его уволили. Такая вот описание первого взлома. Теперь переходим ко второму взлому. Блин, куклы какие-то необычные просто. Так, поскольку я у нас спец по обзорам крипипаст, вы знаете, что мультики я показывать не буду, ни при каких обстоятельствах. В июльский вечер 2010 года Тюнер записал мультик Боб Строитель на канале. Это, кстати, взлом Диджи. Этот взлом я точно брал. Если кто смотрит мой новый проект расследования крипипаст, он там точно был. Я не помню, в каком выпуске я его конкретно брал. Обозревал, точнее, и расследовал, можно сказать. Но, тем не менее, он вам, скорее всего, будет знаком. На канале Тиджи, но вдруг появились помехи. Странное видео, где был взлом телеканала СГУ ТВ в 2007 году. Опять пошли помехи, и эфир вернулся в норму. А также фрагмент из видеоролика «Безногим». После взлома 4 детей нашли мертвыми. Вскрытие показало, что они скончались от остановки сердца. Кассету с данным видео взломом нашли только в прошлом году в одном из дворов Ташкента. Такое маленькое описание второго взлома. Теперь переходим к последнему, третьему взлому. Последний взлом найдет по списку взлом телеканала СТС 2012 года. Слушай описание данного взлома. В 2012 году неизвестных... По-моему, вот эти все 3 взлома с этого, которые обозревал Александр Дубаневич, уже мною обозревались. По-любому. Хакер взломал СТС во время передачи Галилео. По некоторым данным, он ненавидел Галилео и сам телеканал СТС. Позже оказалось то, что взломщиком был работник телеканала ТНТ, который, совершив по приказу начальства, его посадили на 7 лет. Такое вот маленькое описание третьего последнего взлома. Если вам понравились 3 подборочки взлома телеканала, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А на этом все. Всем удачи, всем пока. Вот так вот, ребята, вот так вот. В принципе, я не против, чтобы мне присылали ролики Александра Дубаневича, в принципе. Почему бы и нет? Я беру всегда ваши ролики, если они действительно мне интересны, не, скажем так, не нарушают все правила сообщества нашего любимого Ютуба и так далее и тому подобное. Итак, у нас продолжение обзоров взломов телеканалов от Александра Дубаневича. Этот видео также мне присылал Андрей ССД, спасибо ему большое. Ну давайте посмотрим, почему бы и нет. Поностальгируем по многим взломам, которые я уже и ранее обозревал, и обозревал в новом проекте. Поехали. Всем привет, с вами канал Супертанк. Вау, какое качество звука сейчас, слушайте. По-моему, получше, чем в прошлом обзоре, который мы только что с вами ранее смотрели. Сегодня у нас будут обзоры, будут взломы телеканалов. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Всем приятного просмотра. Знаете, что мне больше нравится? То, что когда вот те, кто вот интересуются крипипастами и хотят обозревать как я, реально их обозревают как я. Я только могу пожелать всем вот моим коллегам по цеху удачи в этом направлении. И если кто-то захочет тоже обозреть крипипасты, то вы можете их обозревать на основе моего проекта. То есть все фишки брать оттуда. И все. Самое главное, чтобы они не совпадали, чтобы люди не думали, что вы без моего разрешения берете что-то до своего нового проекта. На вот такую тематику. Первый взлом, он идет по списку взлом телеканала 2G2. Слушайте описание рассказа очевидца. Утром я смотрел 2G2 по телеку. Правильнее историю сосов очевидца. Лежа на диване, я начал записывать серию, но как назло, я поздно начал записывать. За чего началась серия. В итоге я не записал, но я хотел уйти и включить с компом. И посидеть в скайпе. Взлом очень сильно знакомый. Это не Саша ли случайно делал? Он мне, кстати, не присылал никогда такой взлом. Нет, он мне не присылал этот взлом, но не до нового проекта. Вдруг на экране пошли помехи. Я подумал, что это просто сигнал барахли. Просто даже описание очень сильно мне знакомо. По-моему, это Сашин взлом. Именно Саши. Но спустя время появились помехи, но и старое видео. Я ничего не понял.
Так я был в ступоре. Когда я подошел к компу, я увидел, что скайп работает, и я быстро позвонил другу, но он что-то не отвечал. Я закрыл уши и глаза от всяких скримеров, их 25 кадров. А вдруг через минуту все закончилось. Я завершил запись, и мне позвонил друг, рассказал всю историю. Он мне ничего не поверил, потому что я фейк тут говорю. Прикинул запись на компьютер и выложил на YouTube. И скинул другу. Он офигел с этого, что я реально записал взлом. Ну, вы можете сказать, что как я записал данный взлом, если у меня был плохой сигнал. Дело в этом, что я жил в квартире, у меня стояла тарелка. Ну, вы поняли, наверное, что это за тарелка. У меня был триколоровская приставка, через которую я записывал данный взлом. Такая вот описание первого взлома, теперь ходим ко второму взлому. Снова мультики. Да. Да, кто бы сомневался. Эксперты проверили анализ и выяснили, что этот суицид произошел из-за психического расстройства. Все, такая вот маленькое описание второго взлома. Ну ладно. Что об этом с вами могу сказать? Ну, там какой-то мультик, после мультика там скримеры появились, и потом мультик опять идет, потом там непонятное слово, потом там, если ты умрешь, и потом какая-то 6, 5, там 4. Ну, короче, непонятный текст, скримеры, крипи-контент и так далее и тому подобное. Вот так можно коротко об этом взломе сказать. 3 там цифры. Это взлом канала, кстати, Ники Кидс. Я об этом канале слышу впервые, поэтому я ничего вам не скажу по подобной информации. Я ее немного пропустил из-за того, что не хочу мультики показывать. Неоднократно я уже говорил, по какой причине. 2, 1, и там скример. Но для тех, кто не знает или кто новенький, напомню, что мультики я сюда не вставляю, а также крайне не вставляю сюда никакие сериалы и фильмы, потому что по своему опыту я сталкивался с жалобами на авторское право. Поэтому я лучше не буду это вставлять и чуть-чуть не буду показывать некоторые моменты, чем рисковать. И показать видео целиком и схлопотать нарушение авторского права. Появился потом. Ну все. И вернулся в обыденное состояние. Ну вот, что могу об этом взломе сказать. Ну ладно, теперь переходим к третьему взлому. Третий взлом ждет подписку взлом телеканала QTV 21 июля 2016 года. Вот этот взлом я точно обозревал. Слушайте описание данного взлома. Ходили легенды, что QTV пытались закрыть 21 июля 2016 года. Причина к этому была недовольным фанатам, которые были недовольны изменениями на канале QTV. Поэтому они решили взломать этот канал. Ну, вы, наверное, спросите, как они додумались взломать это. А все очень просто. Эти фанаты додумались взломать через сильное оборудование, которое может перехватить эфир. Вот это поворот. Канала. Теперь я хочу рассказать, как я наткнулся на этот взлом. В детстве я любил этот канал смотреть. До этого момента, когда было 1 сентября 2017 года, заменили этот канал на канал ОЦТВ. Я думал, что этот канал должен были закрыть именно 1 сентября, но я был неправ. Тогда я искал информацию об закрытии этого канала. Я хотел узнать, почему его закрыли, из-за чего. Во время поиска информации я заметил какое-то странное видео названием QTV закрыть в 2016 году. Но это видео было где-то 500 или 600 просмотров. Я тогда думал, что любопытный фанат захотел сделать видео по типу, если бы этот канал закрыли раньше, но я был неправ. Когда я смотрел это видео, я видел, как будто кто-то пытался сломать канал. Сначала была реклама, потом начались помехи, потом эти помехи прекратились, но недолго потом опять эти помехи были. И опять прекратились, но я подумал, что это какие-то неполадки сигнала, но но потом появились еще раз помехи, которые пришли, полноценные помехи. После помех пошла настройщная таблица, потом почему-то пошли глюки на настройщной таблице, потом настройщная таблица пропала, но звук от него остался. После него пошла статичная картинка той самой рекламы, которая была перед этим. Потом она в конце глюкнула, потом был черный экран, но с этим же звуком, настроечным таблице. Потом пошли помехи, потом
после него появилась Спасибо Александру Ивановичу, что почти за меня работу сделал. Появилась надпись на украинском. После этой надписи появилась другая украинская надпись. Потом фраза «Я понял, почему этот канал замальт», да на этом канале были аниме, и сериалы, мультфильмы. И даже были какие-то шоу на момент 2016 года. По-моему, украинский это телеканал, потому что язык полностью украинский. Из-за этого началось все это недовольство. Но давайте вернемся к видео. После этих слов появилась последняя, которая я был удивлен. Украинская надпись появилась, последняя, то есть. Так, потом канал искажался и в такой степени, что его не узнать. Первое, не сильно торможит. Второе, уже подчиняет сильно торможит. Третье, добавилось помехи и очень сильно торможит. Четвертое, очень сильно торможит. Пятое, очень сильно торможит. Шестое, появилась вертикал вверх, как всем понятно, опять торможит всем уже. Седьмое, уже больно видно помехи в 5 раз, очень сильно торможит. Восьмое, уже можно было узнать, как он выглядит, но в этот, на 9-е, уже было не узнать, что начало постоянно поднимается, но вертикал вверх. 10. В принципе, чтобы сильно не тянуть, можно с этим закончить. В общем, там у этого взлома длинная история, но когда я его обозревал, я ее рассказал сокращенно, и содержание я уже обозрел. Этот взлом я действительно брал. Мне кто-то из вас его реально присылал, дорогие подписчики и зрители. Я думаю, он вам сейчас знаком. Ладно, едем дальше. И последний на сегодня ролик называется «Своими руками надеваем носок». Мне прислал его подписчик под ником ZD Ryan. Спасибо ему огромное. Да, мы с вами впервые реакции завершим еще одним роликом ботаника. Так что всем приятного просмотра. Угораем снова с методов ботаника. Щеглы сегодня своими руками будем надевать носок. Жалко, правда, теперь ни матом не ругнуться, не блевануть лишний раз. Ай, хуй с ним. Ща. Батя научит. Вот этот многофункциональный носок требует максимальной настройки. Итак, приступим. Ой, мать честная, что делается-то, а? Может быть, его на другую ногу надо? Ёбаный в рот. Вот, о господи, кончилось. О господи Иисусе, носочек мой, а. О, рахушки пошли. О, ложка, это ж я и горох ел. Поиграем в битву экстрасенсов, угадайте, что пойдет дальше. Ой, бля, а я думал, фасоль будет. А вот фасоль вам в подарок. Я даже не знаю, что это. Сука, не лезет. Ботаника рвет, ребята. Милки этикетом не смог удержаться, тоже пару ложечек наебнул. Вы ж меня, друзья, простите, но у меня недержание. Ой-ой-ой. Надеюсь, что это... Хорошее неудержание. На всякий случай дальше показывать не буду, потому что стоит возрастное ограничение на оригинале. Рисковать не буду. На вот этой, кстати, прикольной ноте можно закончить данный выпуск. Некоторые ролики от подписчиков я не брал, потому что там были ролики, которые я взять не мог. Повторюсь еще раз, это только по причине авторского права и содержания. Иногда содержание меня не устраивает. Я такой человек, к сожалению. На этой чудесной и классной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях и не забудьте по возможности и по желанию поддержать мой канал донатом или подписаться на меня в других социальных сетях. Все ссылочки я оставлю в описании под этим видео. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.